Дорогие друзья, если кто-то до сих пор думает, что портативного гейминга не существует, что это пустая трата времени, что все мобильные игры это лишь донатные доилки, где нам то и дело навязывают покупку каких-то редких минералов за реальные деньги, чтобы нагибать или ускорять течение игрового процесса, то вы правы лишь в последнем, но только если речь идет об играх на смартфонах из Play Market или App Store. Вот эти штуки я вообще никому не рекомендую, потому что у большинства из них цель примерно одна – это показ рекламы или байт на реальные вложения средств. Но многие залипают в эти штуки, так или иначе даже не догадываясь о том, каким может быть нормальный мобильный гейминг. Мобильный не от слова мобильный телефон, а от слова мобильность, то есть пригодный к транспортировке, легко перевозимый. И лично для меня этот самый мир открыла компания Sony, которая почти 20 лет назад, а именно в 2004 году, выпустила свою первую портативку PlayStation Portable, которая даже использовала специально созданные для нее оптические накопители UMD, Universal Media Disk, который вмещал 1,8 гигабайт данных. Вообще это была не только консоль, но еще и мультимедийная система с возможностью смотреть видео, слушать музыку, выходить в интернет и даже подключать туда камеру. За все время существования данной консоли их выходило аж 5 видов, среди которых самой отличающейся и необычной была PSP Go. Но лично для меня она была наименее интересна из-за того, что размер экрана был меньше, чем у остальных. У меня же была, есть и остается PSP 3000 модели, вышла она в 2008 году и, как по мне, она самая крутая из всех. Кстати говоря, 64 мегабайта оперативки против 32 в самой первой версии 2004 года. Очень хотелось бы посвятить еще немного времени тому, насколько эта консоль крута и в каком восторге от нее все были по тем еще временам, когда ничего подобного в принципе на рынке не было. Но данное видео у нас о 10 прекрасных игрухах, выпущенных на PlayStation Portable. И пусть вас не смущает слово Portable. Лично для меня она ощущалась как полноценный консольный опыт, и сейчас вы поймете почему. Напоминаю, что мои топы это не совсем традиционные топы, где мы расставляем игры в порядке от худшей к лучшей и так далее. Я не сравниваю игры по крутости, а просто рассказываю о десятке самых любимых и одинаково крутых для меня игр, которые я ни в коем случае не сравниваю между собой. Ну, начинаем. Захожу сразу с козырей, хотя по сути каждая игра в этом топе это козырь. Боги войны. Их на PSP эксклюзивно выходило две штуки. Первая в 2008 году Chains of Olympus и вторая Coast of Sparta в 2010. Если вы думаете, что это что-то отдельное к основной саге дело не имеющее, то вы в корне не правы, потому что цепи Олимпа рассказывают нам о событиях, которые были до первой части игры, которая вышла на PlayStation 2, а Призрак Спарты по хронологии находится между God of War и God of War 2. Для полноты картины, конечно же, их нужно проходить. Игровой процесс практически аналогичен и ничем не отличается от тех, которые выходили на второй плойке. Да там даже графика и физика ощущались схожими со стационарной консолью. Даже QTE завезли. Конечно же, все были в восторге. Игра сразу попала на 5-е место в американском топе продаж, а также получила самый высокий средний балл на Metacritic и Game Rankings среди эксклюзивов на PSP. Критики заявляли, что игра является техническим экспонатом для Sony и, возможно, даже самой красивой игрой на платформе PSP. Игра взяла несколько наград, в том числе лучшая экшен-игра на PSP, лучшая графика и лучший звук. А по состоянию на июнь 2012 года игра продалась в размере 3,2 миллиона копий по всему миру, став одной из самых продаваемых игр на PSP. И это мы брали с собой в карман. Вы можете себе представить? Полноценный консольный опыт. И сейчас, на секундочку, эти игры также ощущаются превосходно. На третьей PlayStation даже обновленные версии выходили в коллекционном издании, где я их потом в итоге и перепрошел. Но уже, конечно, не поймал того кайфа, который испытывал при прохождении на портативной консоли. К сожалению, не было уже той самой магии. Такие вот дела, ребят. Но не будем зацикливаться на одной только игре, хотя она того стоит. Двигаемся дальше. Killzone Liberation. Перед нами консольный эксклюзив для PSP, который сделала та же команда, которая работала и над всей линейкой Killzone, и впоследствии сделавшая Horizon Zero Dawn. Liberation является продолжением первой части Killzone. Геймплей самый отличающийся от всех игр серии, так как вид нам запилили от третьего лица. Играть предстоит за Яна Темплара, это главный герой первой части игры. У нас в СНГ даже была шикарная локализация. Все текстовые ресурсы полностью переведены на русский язык, а диалоги шикарно озвучены. Игровой процесс был довольно разнообразен и не скучен, была доступна даже многопользовательская игра через Wi-Fi. Причем данный мультиплеер считался лучшим в 2006 году на
PSP. А в 2007 году, спустя год после выхода игры, выходило даже сюжетное обновление, вы прикиньте. Игра была отлично всеми принята, но как по мне, даже с учетом сюжетного обновления, по длительности могли бы запилить чуть больше. Мне кажется, что еще бы одна глава решила бы вопрос с некоторым ощущением неудовлетворенности. Но все прям в натуре хвалили мультиплеер и специально сделанные под него карты, чем мне, к сожалению, так и не довелось воспользоваться. Никаких переизданий этой игры на новой консоли, к сожалению, не было, она была, есть и остается только на портативке, поэтому если она у вас есть и вы еще не пробовали, рекомендую к ознакомлению в свободное время. Кто бы мог подумать, Tekken 5. Много лет назад, уже не помню в каком году, но точно больше 12 лет прошло, я лежал в больнице на протяжении 2, кажется, недель. Конечно же, я прихватил с собой PlayStation Portable, чтобы бороться за свою жизнь было веселее. И у меня было установлено всего лишь 2 игры. Да, я дебил, почему-то не подсуетился и не взял их больше. И на протяжении 2 недель они обе были мною нещадно пройдены, перепройдены раз 100. Так вот, первая из них — это прекрасный файтинг Tekken 5 Dark Resurrection, который прежде чем выйти на портативке выходил полноценно на втором поколении консолей Sony и назывался просто Tekken 5. А Dark Resurrection — это вообще расширенная версия, которую впоследствии сделали для PSP и PlayStation 3. Здесь добавились истории еще 3 бойцов. По сути, эта игра просто целиком, со всеми ее возможностями, графикой, физикой, химией, оказалась каким-то макаром на PSP, и PSP это вывезла более чем достойно. Я был приятно удивлен, а Tekken 5, ну так как и все Теккены, это шикарный файтинг, который всю мою жизнь в этом жанре делит у меня первое место с Mortal Kombat. Я пока лежал, прошел все сюжетки и все доп. Режимы всеми бойцами, которых там до хрена и больше. И каждый уникален, и биться каждым было бесконечно в кайф. Их еще там и персонализировать можно. Костюмы, атрибуты и все в этом духе. Кстати, если вам мало того, что я уже обозначил, то PSP вполне поддерживает возможность устраивать мордобой с друзьями по Wi-Fi. Но таких у меня, черт возьми, не было. В общем, о первой игре рассказал, как по мне она более чем достойна топа, и сейчас перейду сразу ко второй игре, которая также составила мне компанию в эти дни. Silent Hill Origin. Сначала ее сделали эксклюзивом для PSP, а потом уже добавили и на вторую плойку. Сюжетно является приквелом первой игры, описываемые в ней события происходят за 7 лет до событий первой Silent Hill. В принципе, это типичный полноценный Silent Hill, как и те, которые выходили прежде, но тут были некоторые новшества, например, в ближнем бою можно было использовать бытовые предметы, чего раньше в серии не было. И если нет оружия, можно начать наваливать монстрам голыми руками. Многочисленные исследования, загадки и головоломки, разумеется, никуда не исчезли. В конце игры даже открывается секретное оружие и бонусные костюмы для Трэвиса, в зависимости от сделанных в игре достижений. И целых 3 концовки. То есть даже реиграбельность приличную завезли. Там еще такие саундтреки, ребят, это просто атас. Само собой, Акира Ямаока потрудился на славу. Особенно зашли композиции, где девушка по имени Мэри МакГлин поет. И песни эти в плейлисте у меня по сей день. В общем, если кому интересно, то вот название этих песен. Игра была принята мною более чем замечательно, была пройдена, перепройдена раз 10-12. Все концовки были мною увидены. В очередной раз был потрясен возможностями PlayStation Portable и тем, с каким рвением и энтузиазмом разработчики делали на нее игры. Возникало даже такое ощущение, что каждая уважающая себя студия просто обязана была попытаться сделать нечто хитовое для этой консоли, потому что это своего рода челлендж. Ну типа, возьми и сделай круто, и чтобы оно еще и работало вот на таком железе. Тем более, что количество проданных PSP составило 76 миллионов копий, там однозначно было кому в эти игры играть. Но мы переходим дальше к следующей игре. Кстати, вспомнил, уже поточнее инфа в мозгах нарисовалась, пока лежал в больнице, у меня было больше игр, чем эти 2, так как стоял эмулятор первой плойки и была потрясающая игра Квест о Дракуле. Я о ней не так давно рассказывал в своем топе об играх с PlayStation 1, плюс также у меня стоял эмулятор от Sega, где, конечно же, были многие дорогие моему сердцу и другим органам игрухи начала и середины 90-х. Но так или иначе, почти все мое внимание было приковано к Теккену и Silent Hill'у почти так же сильно, как и я был прикован к больничной койке. Блять, идеальная консоль. Кстати, возможно, именно она и способствовала моему выздоровлению. Не зря ведь говорят, что когда болеешь, нельзя унывать. Настрой должен быть нормальный, жизнеутверждающий, и вот он у меня был.
Помните, на первой плойке была такая игруха Parasite Eve. Их было две части. Отличный хоррор, который также я, попробую найти время, чтобы перепройти на стримах. Страшно уже что-то загадывать со своей работой, но на самом деле мало кто знает, что на PlayStation Portable в 2010 году компания Square Enix эксклюзивно выпустила то ли это спин-офф, то ли продолжение, но мы по-прежнему управляем персонажем Ая Брия, или Айей Брией. Она по-прежнему ишачит на специальные службы, но здесь она конкретно страдает от амнезии. По логике это продолжение, потому что события первой части были в Рождество 97-го, события второй части спустя 3 года, и события же вот этой третьей части, кстати говоря, она называется The Third Birthday, то есть третий день рождения, уже в 2012-2013 годах, где Ай, по идее, должно быть под 40, но выглядит она все равно на твердые 29, сразу видно, что девчонка занимается спортом. Связь с прошлыми играми не была какой-то особо прочной и очевидной, но для полноты картины обязательно нужно поиграть сначала в первые две. Сюжет в игре есть, и он прям неплохой. Особенно хорошо становится, когда мы наконец выясняем, почему у нее амнезия. Тут же я спойлерить не буду. Если две первые игры представляли из себя нечто похожее на экшен-РПГ, то здесь от этого мало что осталось, так как игра задумывалась уже как шутер от третьего лица. Но все-таки ощущается присутствие ролевой игры. К слову, хоть это и больше стрелялка, но здесь мы также набираем очки опыта, качаемся, улучшаемся. Эта игра была не самой простой, я ее прошел всего один раз, она мне, разумеется, понравилась, это отличный эксклюзив, и пусть уже даже лет 10 прошло, я помню, что далась она мне не с легкостью. Надо бы и ее как-то перепройти на стриме, если кто знает толковый эмулятор PSP для ПК, напишите мне в комментарии. А мы движемся к следующей игре, но последнее, что добавлю, что Аю озвучила прекрасная актриса Ивон Страховски, а персонажу Кайлу Мэдигану из этой игры свой голос подарил один из главных героев сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс. Их персонажи, кстати говоря, в игре были в отношениях, но я вам больше ни хрена не скажу, давайте играйте сами или приходите на мои стримы. А вот сейчас будет очень длинный сегмент, посвященный аж 4 играм, потому что это все игры серии Metal Gear Solid. Сначала думал рассказать только о Peace Walker, но потом решил, что и остальные должны быть затронуты хотя бы легким касанием. С этого я и начну. Прежде всего, два эксклюзивных спин-оффа. Это Metal Gear Acid и Metal Gear Acid 2. Это две игры, выполненные в жанре пошаговой тактики с некоторыми элементами скрытности. Игры вышли в 2004 и 2005 годах. Они конкретно отличались от всех Metal Gear'ов, которые уже существовали на тот момент. По сути, уровни состояли из одних тактических сражений, а между ними были длительные кат-сцены и диалоги. Обе части продюсировал Хидео Кодзима, но режиссером был Шин Танахири. Кстати говоря, он является одним из сценаристов второй, третьей и четвертой части серии, а в двух частях Acid практически сам всем рулил, конечно же под присмотром Хидео Кодзимы. Далее в 2006 году вышло прямое продолжение Metal Gear Solid 3 Snake Eater Portable Ops, которую делал еще один японский чувак, но все так же под присмотром Хидео Кодзимы, который и в данном случае выступил продюсером. Вот это уже практически тот МГС, который мы знаем. Мы продолжаем спустя 6 лет после событий Snake Eater. В игре показаны хроники возникновения Фоксхаунда и Патриотов, а также само зарождение идеи формирования частной наемнической компании Outer Heaven, возглавляемой впоследствии Веномом Снейком. В этой игре впервые появилась такая штука, как командная система, где перед каждой миссией мы формируем отряд из 4 бойцов, каждый из которых обладает разными скиллами, но управлять мы, конечно же, можем только одним бойцом в один момент времени, а остальные в это время используют маскировку. Но я скажу честно, я проходил так: набирал отряд, потому что этого требует от нас игра, но все равно пользовался только одним биг-боссом. Остальные сидели молча, пока я все делаю. Только в моменты, когда сюжетом требовалось использование еще кого-то в этом же уровне, то я переключался, но в основном в одиночку. Как по мне, еще 3 человека там нахрен не нужны, потому что один биг-босс — это уже человек, который стоит целой армии. И теперь наконец-то мы подошли к Peace Walker, 2010 год. Вот это, я вам скажу, был разъеб. Вот над этой игрой ебашила такая же огромная команда разрабов, что и над 4-м МГСом, который Guns of the Patriots. И вот здесь всем проектом руководил уже сам Хидео Кодзима. Но первое, что хотел бы обозначить, это то, что когда я включил эту игру, эта тварь еще и распаковываться начала. То есть помимо того, что ты вставляешь или эмулируешь диск с Peace Walker, у тебя еще должна быть и карта памяти не менее
чем на 4 гигабайта, чтобы эта скотина установила туда какие-то необходимые файлы. Без этого она просто не запускалась. А все потому, что она очень тяжелая, и это ни хрена не портативный вариант какой-либо игры. Это полноценный хит, который вполне можно и нужно выпускать на стационарных консолях, но Кодзима сделал его на PlayStation Portable, выдавив из консоли вообще все соки и ресурсы, которые только можно было выдавить. И это единственная игра на моей памяти, которая еще и SD-карту потребовала для установки. Я просто охренел, потому что у меня не было на тот момент чистой карты памяти. Пришлось поудалять что-то, и только после этого эта хреновина запустилась. Это вот та самая ситуация, когда я игру еще даже не включил, а уже охуел с нее. Здесь события разворачиваются спустя 4 года после Portable Ops. Это все является основной веткой повествования серии Metal Gear Solid. Как и Portable Ops является неотъемлемой частью всей истории, даже более чем неотъемлемой. Вы просто посмотрите на это чудо, она вполне заслуженно получила высшие баллы, даже попала в список лучших игр за 2010 год. Игра для портативки попала в этот список, уже молчу о других наградах, все перечислять не буду. Музыка из этой игры также у меня в плейлисте и прекрасно себя чувствует вот уже много-много лет. Игра длинная и сложная, прошел я ее всего лишь один раз, последнего босса, помню, долго убивал. И следующая прекрасная новость, эту игру переиздали для PlayStation 3 в сборнике MGS HD Collection, который у меня есть. И если моя карта видеозахвата корректно работает с сигналом от третьей плойки, чего я еще не успел проверить, то вполне есть шанс, что и эта игра рано или поздно появится на моих стримах. Кстати, подписывайтесь на мой Трову канал, где и проходят все стримы, так как на ютубе я практически уже не запускаюсь. Могу бесконечно говорить вообще и об этой игре, и о всей серии МГС в целом, я большой ее поклонник. Кому интересно, пожалуйста, можете ознакомиться с моим часовым видео о развитии серии, узнаете много интересного, возможно и то, что не знали на сегодняшний день. Но пора бы с этой темы уже свинтить и перейти к следующей игре. Final Fantasy Crisis Core – это японская ролевая игра, которая является приквелом к Финальной Фантазии VII, самой, как мне кажется, остросюжетной части из всех финалов, которые выходили на первой плойке. Там были очень мощные твисты, и именно вселенная из этой вот 7-й части была расширена также и 2 анимационными фильмами, играми Dirge of Cerberus для второй плойки, Before Crisis для мобильных телефонов, ну и одним из героев нашего сегодняшнего видео – Crisis Core. Если что-то забыл, дополняйте, пожалуйста, в комментариях, вы это любите. Ну и, конечно же, 7-я часть получила современный ремейк, в который я до сих пор не поиграл, потому что очередь из игр, ну, очень уж большая. Как только разгружусь, обязательно пройду. Итак, Crisis Core вышла в 2007 году. Безусловно, сильная сторона этой игры — это сюжетная линия и потрясающая графика, а также длительность игры. Очень все круто, не скомканно и исчерпывающе рассказано. В игре была представлена боевая система, которая отличалась уже от классических японских ролевых, где вы в боевой стойке, команда на команду, где каждый ждет своего хода, но тут же уже было нечто слегка напоминающее слэшер. Но я думаю, что по тем играм, о которых я рассказал уже в этом топе, вы не будете сомневаться, что данная мини-консоль вполне способна удивить, и вышедшие на ней эксклюзивы вполне способны разорвать хлебало многим проектам со стационарных консолей. Crisis Core не стало исключением. И вот приятная новость, как говорится, откуда не ждали. Внезапно в конце прошлого 2022 года состоялся анонс ремастера этой игры. Спустя, господи боже, 15 лет они вспомнили об этом вот шедевре и решили обновить, переиздать, перепродать, так сказать, не бито не крашено, чтобы многие, кто тогда не успел с ней ознакомиться, сделали это сейчас. Все это происходит, я так подозреваю, на волне выхода ремейка 7-й части, которую они еще не закончили полностью выпускать. Должна быть еще минимум одна игра. Пусть уже анонсируют и ее наконец, потому что в апреле 23-го стукнет уже вот 3 года с момента выхода первой части ремейка. Счет Square Enix заняты вообще не тем, когда от них ждут конкретные вещи. Они зачем-то мертвецов спустя 15 лет воскрешают. Реально никто не ожидал ремастер Crisis Core. Я, конечно, не жалуюсь, люблю этот приквел, но все равно займитесь, блядь, делом, хватит прокрастинировать. На этом с финалкой все. Идем к следующей игре. Не мог не вставить сюда Need for Speed, потому как любил всегда эти гонки. И более давал предпочтение именно аркадным гонкам, а не симуляторам. И на PSP, если я ничего не упустил, выходило целых 6 штук Need for Speed. Underground Rivals, Most Wanted, Carbon, Undercover, Shift и Pro Street. Самые менее привлекательные, но лично для меня, это Most Wanted и Pro Street, а самыми интересными оказались Underground Rivals, Carbon и Shift. Последний же хорош тем, что выходил позже остальных. Там уже был новый движок, трассы и машины были
были куда красивее, чем у предшественников. Во всех этих NFS-ах отличный гараж с кастомизацией, который почти не уступает оригинальным играм с ПК и обычных консолей. Даже существуют целые новые классы авто, которые прежде нигде не появлялись. В играх также присутствовало несколько режимов помимо обычного заезда, например, дрифт или гонки на выбывание. В данных портативных версиях, в отличие от их старших братьев, сюжет напрочь отсутствовал. Ну, как бы он был, но очень скудный. Зато во имя разнообразия в каждой части были боссы на крутых тачках. В остальном это отличные гонки, которые отлично прижились на портативке. И если на момент появления у меня PSP я уже практически наигрался в гонки на первой плойке и ПК, то включать данные мини-версии все-таки доставляло мне какой-то кайф. Все-таки у этой консоли есть своя эстетика и магия. Кстати, я очень давно не играл ни в какие гонки вообще и выпал нахрен уже из этой вот темы, а был бы не против поностальгировать. Просьба к вам, ребят, если кто-то знает какие-нибудь проекты наподобие Need for Speed The Run, игра Майкла Бэя, напишите, пожалуйста, в комментарии. Мне нужно что-то гоночное, чтобы там был сюжет. Ясное дело, не как в Heavy Rain и Detroit, а что-то вот хотя бы напоминающее The Run. Заранее спасибо. А помните, на первой Соньке была замечательная шпионская трилогия о приключениях Гейба Логана в игре Siphon Filter? Так вот, на вторую плойку выходило продолжение, где, внимание, играть надо было не Гейбом Логаном, мать вашу, они вообще башкой поехали, когда приняли решение убрать Гейба из серии. Но он, конечно, присутствовал в этой игре в виде неигрового персонажа, но нахрена мне играть каким-то новичком, если от Siphon Filter меня прежде всего интересует главный герой? Это как Сэма Фишера убрать из Splinter Cell. Было бы довольно жестким и рискованным решением. Причем, ладно бы Логана грохнули, так вот же он живой и, блядь, здоровый, брифинги нам наговаривает, то есть мы на него смотрим, а поиграть не можем. Это вообще издевательство. Это как смотреть на любимого человека, которого не можешь обнять. Помните еще вот этот мем с котами и рыбами? Ну типа, а вы Гейбом Логаном даете поиграть? Нет, только показываем. Красивая. Одна из причин, почему отзывы об этой игре были неоднозначными, ну да хрен бы с ней. А вот на нашей сегодняшней портативке выходило эксклюзивно аж 2 части, причем довольно неплохих, где нам вернули старину Гейба, закинули хороший сюжет и практически погрузили нас в истоки оригинальной трилогии с первой плойки. Когда проходил, испытывал точно такие же ощущения, как в детстве, а это дорогого стоит. Здесь есть все, что нужно, уверяю всех фанатов серии, и если не пробовали поиграть именно в эти 2 игры, то настоятельно рекомендую. Первая с приставкой Dark Mirror выходила в 2006 году, а вторая, прямое продолжение Dark Mirror с приставкой Logan's Shadow, выходила спустя 1,5 года в 2007, и я наткнулся на инфу, что оказывается Тень Логана в 2010 году репостнули еще и на второй PlayStation. Графон подтянули, удалили мультиплеер и вперед. Мне очень нравились эти 2 игры, особенно мне нравилось то, что они у меня в кармане, и вот с тех самых пор о серии Siphon Filter забыли нахрен. Прошло уже 15 лет и ни одного нового сифончика мы не получили. Я представляю, каким он мог бы быть на сегодняшний день. Боже, да сделайте хотя бы ремейк. Кстати говоря, студия, которая делала эту серию, вполне себе жива, здорова. Последняя игра, которую они выпустили, это Days Gone в 2019 году. Сейчас тоже работают над чем-то новым на базе открытого мира из Days Gone, пока информации никакой нет. Что ж, хватит о них, идем к нашей последней игре в этом топе. Потрясающий шутан Resistance Retribution. В 2006 году на третьем PlayStation стартанула серия под названием Resistance. Их вышло аж 3 части. Вторая и третья прям вообще одни из моих любимых эксклюзивов для PlayStation 3. И конечно же они просто считали своим долгом сделать игру этой серии и для портативки, которая вышла в 2009 году. Игра заключается в истреблении орд мутантов, а события разворачиваются в 50-х годах в Европе. Спойлерить что к чему не буду, кому интересно и у кого есть третья плойка, врубайте, играйте. Кстати, там есть кооператив со сплитскрином. Один из посылов этой игры, между прочим, это сплочение. Речь о том, что появилась новая угроза, нечто, с чем никто на нашей планете не сталкивался, и это подтолкнуло человечество к объединению друг с другом, чтобы выжить. И меня очень порадовал выход игры из этой серии на PSP. Здесь отличный длинный синглплеер, графика, конечно же, выкручена до достойного уровня, а атмосфера примерно такая же, как и в играх на третьей плойке. Оценки всех изданий были близки к максимальным, и я наверняка помню,
помню, что прошел ее точно больше одного раза. Это был один из тех моментов, когда я играл и не мог в голове уложить, что нифига себе, это же портативная консоль, а не стационарная, и тем не менее настолько все круто реализовано. Долго я думал, какой именно игрой закончить это видео, и решил выбрать именно эту, потому что во время написания сценария я вспомнил, что Resistance Retribution это была последняя игра, которую я прошел на своем PSP, и, наверное, больше ее с тех пор не включал, и консоль у меня с тех пор лежит без дела. Ну что ж, пусть в этом будет некий символизм, и данный топ закончится именно этой вот игрой, ну и хотел бы я кое-что подытожить. На PlayStation Portable игр выходило просто до хрена и больше. Я и так жульничал, например, рассказал не об одном Metal Gear, а о 4. Упомянул не об одном Siphon фильтре, а о 2, даже 3. Вообще по максимуму я пытался здесь затронуть. И вообще просто держу в курсе, на эту консоль в итоге за весь жизненный ее цикл вышло 1368 игр. Это официальная информация от Sony. Уже молчу о том, что дополнительные функции устройства, а именно совместимость с PlayStation 1, речь сейчас о чудесном эмуляторе PSX, который позволяет запускать почти любую игру с первой плойки, в итоге раза в 2 увеличивают количество того, во что вы можете на ней поиграть, просто взяв с собой куда угодно. Это просто прелестная консоль. Вы, конечно же, можете сколько угодно накидывать эмуляторы на ваши телефоны, что тоже, между прочим, неплохое решение в коллаборации с геймпадом, подключенным по Bluetooth. Но разве это есть эстетика? Разве это есть вот эти вот самые первородные ощущения, которые нам дарила только консоль PSP? Нет, друзья, это вовсе не так. И знаете что? Я вот делал этот видос и понял одну вещь. Я уже однажды упоминал, что у меня нет и никогда не было консоли PlayStation Vita. Сегодня я железно понял, что я ее хочу. И при первой же возможности ее себе добуду. Во-первых, хочу банально попробовать, так сказать, ощутить этот самый опыт. Тем более, что там имеются очень неплохие технологии. Ну и во-вторых, ради получения кратковременных радостных ощущений, которые в последнее время ощущаю все реже и реже. Вы спросите, а чего бы тебе, например, уже в текущем году не купить какой-нибудь Nintendo Switch или уже сразу Steam Deck? И я вам незамедлительно отвечу. Nintendo вообще не моя тема и никогда не была моей. Оно, безусловно, прикольно и находит своего потребителя, но я им не являюсь. Steam Deck на самом деле было бы круто этой штукой обладать, но всему свое время. Пусть ее доработают, выпустят еще пару поколений, а там посмотрим. Да и дорогая она, зараза, лучше уже свой стационарный ПК обновить за эти деньги. А вот PlayStation Vita же себя уже отлично зарекомендовала и показала класс в свое время. С удовольствием взял бы себе в коллекцию, почему бы и нет. И может быть даже запишу для вас обзор-распаковку с одним из этих тупых названий типа PlayStation Vita в 2023 году, зачем купил, ну и так далее. И на этой прекрасной ноте будем мы видео заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр, увидимся на стримах и в будущих видео. Пока-пока.